40 тысяч лет назад это существо бродило по тундре рядом с пещерными людьми, и теперь ученые готовы вернуть его к жизни. Шерстистый мамонт, вымерший задолго до появления первых цивилизаций, может снова ступить на Землю уже к 2028 году. Но вот чего вам не скажут в рекламных пресс-релизах. Последний раз, когда люди вмешивались в экосистему подобным образом, это заканчивалось катастрофой. В 91 году в Сибири оленевод Юрий Худи провалился ногой в мерзлую землю и нащупал что-то твердое. Это оказался бивень. Когда через несколько дней приехали ученые, они обнаружили под слоем вечной мерзлоты почти полностью сохранившегося мамонтенка. Шерсть, кожа, внутренние органы, даже содержимое желудка. Назвали его Женей. Возраст около 30 тысяч лет. Внутри желудка сохранились непереваренные остатки травы и цветов, которые он ел в последний день своей жизни. Это не единственная подобная находка. В 2007 году на полуострове Ямал нашли Любу, мамонтенка возрастом 42 тысячи лет. Сохранность была настолько идеальной, что ученые смогли взять образцы крови из сосудов. Кровь оставалась жидкой под давлением льда при температуре минус 17 градусов. Этот факт сам по себе перевернул научные представления о биохимии древних животных. Гемоглобин мамонта был устроен иначе, чем у современных слонов, и позволял крови не замерзать в арктический мороз. Вечная мерзлота — это не просто замерзшая земля. Это природный архив, которого в котором при правильных условиях органика сохраняется без разложения десятки тысяч лет. Именно поэтому Сибирь стала главным источником биологического материала для ученых, занимающихся так называемой деэкстинкцией, возвращением вымерших видов. Из тел найденных мамонтов удалось извлечь фрагменты клеток, волос и тканей с частично сохранившейся ДНК. Проблема в том, что ДНК со временем разрушается. Даже в условиях заморозки молекулы распадаются на короткие фрагменты. Полного генома мамонта до сих пор не существует. Есть только мозаика из 1000 кусочков, которые ученые собирают по частям, сравнивая с геномом азиатского слона. Мамонт и азиатский слон расходятся генетически примерно на 3,9%. Это звучит незначительно, но в реальности означает различие в нескольких миллионах отдельных участков ДНК. В 2015 году американский генетик Джордж Чорч из Гарварда объявил, что его команда успешно внедрила 14 генов мамонта в геном азиатского слона с помощью технологии редактирования генома. Эти гены отвечали за густую шерсть, подкожный жир и адаптацию крови к холоду. Это был первый реальный шаг к созданию гибридного животного, которое внешне и физиологически напоминало бы мамонта. Чорч намеренно не называл проект воскрешением мамонта. Он говорил о создании мамонта-подобного слона, способного жить в арктических условиях. Но параллельно шла другая работа, более радикальная. Японский ученый Акира Иритани еще в 2009 заявил, что намерен клонировать мамонта напрямую, используя ядро клетки из замороженного образца и яйцеклетку современной слонихи. Технически это та же схема, по которой в 96-м клонировали овцу Долли. Разница в том, что ДНК Долли была свежей, а ДНК мамонта пролежала в мерзлоте тысячи лет и повреждена до такой степени, что большинство генетиков считали идею Иритани нереализуемой. Однако в 2019 году группа японских и российских ученых опубликовала в журнале Scientific Reports результат, который заставил замолчать скептиков. Из образцов костного мозга мамонта Юки, найденного в Якутии в 2010-м, удалось извлечь частично сохранившиеся клеточные ядра. Эти ядра пересадили в яйцеклетки мышей. 5 из 28 клеток начали проявлять признаки биологической активности. Они не разделились и не образовали эмбрион, но сам факт того, что клеточные структуры возрастом 28 тысяч лет способны реагировать на биохимические сигналы, изменил все. Лед хранил не просто тела, он хранил рабочие механизмы жизни тогда. И теперь у людей появились инструменты, чтобы эти механизмы запустить снова. В 2013 году в Якутии нашли то, что ученые назвали самой важной палеонтологической находкой века. Под слоем мерзлоты на глубине около 30 метров лежала самка мамонта возрастом приблизительно 50 тысяч лет. Ее назвали Баттеркап – лютиком. Когда буровая машина вскрыла породу, из разреза начала вытекать темно-красная жидкость. Это была кровь. Жидкая, незамерзшая кровь животного, умершего 50 тысяч лет назад. Руководитель экспедиции Семен Григорьев из Северо-Восточного федерального университета немедленно взял образцы. Анализ подтвердил, это действительно кровь, а не талая вода с примесями. Структура гемоглобина совпадала с той, что описывали исследователи мамонтенка Любы, адаптированная к холоду молекула, которая сохраняла текучесть при отрицательных температурах. Лютик лежала в естественной ледяной камере, которая работала как идеальный криогенный резервуар на протяжении 5
50 тысячелетий. Помимо крови, у Лютика сохранились мышечные ткани с характерным темно-красным цветом свежего мяса. Один из членов экспедиции позднее признался в интервью, что первый импульс был: это не труп, а просто спящее животное. Сохранность была настолько полной, что под микроскопом в мышечных волокнах были видны целые клеточные структуры. Ни фрагменты, ни следы, именно структуры с различимыми мембранами и органеллами. Именно из тканей Лютика в 2015 году южнокорейская биотехнологическая компания Suam совместно с российскими коллегами попыталась извлечь живые клетки для клонирования. Технология предполагала перенос клеточного ядра в энуклеированную яйцеклетку слонихи. Попытка не привела к созданию эмбриона, но дала нечто неожиданное. Несколько клеточных ядер из образцов Лютика оказались структурно целыми настолько, что их можно было рассмотреть под электронным микроскопом без предварительной реконструкции. Это был первый случай, когда ученые видели практически неповрежденное ядро клетки животного возрастом более 10 тысяч лет. Параллельно с работой над Лютиком в 2018 в том же регионе Якутии нашли еще одну аномальную находку пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет. Назвали его Спартой. Шерсть, усы, мягкие подушечки лап – все сохранилось так, словно животное уснуло несколько дней назад. Сохранность Спарты превышала сохранность любого ранее найденного крупного млекопитающего ледникового периода. Ученые из Стокгольмского университета, проводившие анализ, заявили, что это лучший кандидат для попытки клонирования среди всех известных образцов вымерших животных. Но именно здесь начинается та часть истории, о которой говорят значительно тише. Когда из образцов Спарты начали выделять биологический материал, в мерзлых тканях обнаружили нечто, чего никто не ожидал. Следы вирусных частиц. Не просто органические молекулы, а именно вирусные структуры. Фрагменты, которые по морфологии напоминали известные патогены, но не совпадали ни с одним из занесенных в базы данных. Это не первый подобный случай. В 2015-м французский вирусолог Жан-Мишель Клавери выделил из сибирской мерзлоты живой вирус возрастом 30 тысяч лет – питовирус сибарикум. Вирус оказался способен инфицировать клетки амебы прямо в лаборатории. Клавери намеренно работал с патогеном, который заражает только одноклеточных, но его вывод был однозначным. Вечная мерзлота – это не стерильное хранилище. Это капсула с биологически активными агентами, возраст которых измеряется десятками тысяч лет, и иммунитета к которым у современных людей и животных попросту не существует. Когда ученые вскрывают тела мамонтов ради ДНК, они одновременно вскрывают этот архив. И никто точно не знает, что еще в нем хранится. В 2019 году в Токийском университете Киндай произошло то, что большинство генетиков считали невозможным. Команда под руководством профессора Кэй Миямото взяла образцы костного мозга мамонта Юки, того самого, найденного в Якутии 9 годами ранее, и выделила из них клеточные ядра. Возраст образцов 28 тысяч лет. Ядра поместили в яйцеклетки мышей, из которых предварительно удалили собственный генетический материал. Из 28 подготовленных клеток 5 начали проявлять то, что в научной литературе описывается как веретено деления. Структуры, которые формируются непосредственно перед тем, как клетка начинает делиться. Клетки не разделились, процесс остановился на пороге. Но сам факт того, что ядро клетки возрастом 28 тысяч лет смогло отреагировать на биохимическую среду яйцеклетки и начать подготовку к делению, это означало одно. Внутри этих ядер сохранились функциональные белки. Не просто фрагменты ДНК, а именно белки. Молекулярные машины, которые должны были разрушиться тысячелетия назад. Результаты опубликовали в журнале Scientific Reports в марте 2019 года. Реакция научного сообщества разделилась ровно пополам. Одни назвали это прорывом, открывающим реальный путь к клонированию. Другие указали на то, что веретено деления без последующего деления – это не признак жизнеспособности, а признак того, что клетка пытается запустить процесс, но не может его завершить из-за накопленных повреждений ДНК. По сути, клетка делала попытку ожить и умирала в этой попытке. Профессор Миямото не стал спорить с критиками. Вместо этого его команда объявила о следующем шаге. Они намерены использовать технологию редактирования генома, чтобы восстановить поврежденные участки ДНК прямо внутри клеточного ядра перед пересадкой. Грубо говоря, починить молекулярный механизм до того, как его запускать. Срок реализации, который назвал Миямото, от 5 до 10 лет. Но здесь в историю входит другой игрок. Американская компания Colossal Biosciences, основанная в 2021 году генетиком Джорджем Чорчем и предпринимателем Беном Новаком, привлекла $15 миллионов стартового финансирования с единственной заявленной целью – создать живого мамонта к 2027 году. Не клона, а генетически модифицированного азиатского слона с ключевыми характеристиками мамонта. Густой шерстью, толстым слоем подкожного жира, измененным гемоглобином и адаптацией к арктическому климату. Технология, которую использует Colossal, это не клонирование. Это редактирование генома живого животного с помощью инструмента, известного в науке под аббревиатурой из 4 букв, означающей молекулярные ножницы для ДНК.
Команда Чорча уже идентифицировала около 60 генов, отличающих мамонта от азиатского слона и отвечающих за арктическую адаптацию. Задача — внедрить эти гены в геном слона так, чтобы получившееся животное могло выжить в условиях сибирской тундры. К 2022 году компания сообщила об успешном редактировании клеточных линий азиатского слона в лабораторных условиях. Клетки с внедренными генами мамонта росли и делились нормально. Следующий этап — создание эмбриона. И здесь возникает проблема, которую Colossal пока не решила публично. Азиатская слониха вынашивает детеныша 22 месяца, и использовать живое животное для этого эксперимента значит подвергнуть его непредсказуемому риску. Альтернатива — искусственная матка, которой в нужных масштабах пока не существует. Тем не менее, в 2023 году Colossal объявила о начале работ по созданию именно такой матки. Экзогенного устройства, способного вынашивать эмбрион слона до стадии жизнеспособного детеныша. Финансирование на этот этап составило дополнительные $75 миллионов. Живая клетка внутри мерзлого тела дала старт индустрии с оборотом в сотни миллионов, и финишная прямая уже видна. К 2024 году Colossal Biosciences располагала уже не просто отредактированными клеточными линиями в чашках Петри. В лаборатории Чорча в Гарварде хранились замороженные эмбриональные стволовые клетки азиатского слона с внедренными генами мамонта. Первые в истории клетки, которые несли в себе одновременно геном живого и вымершего животного. Это не было клонированием в классическом смысле. Это было чем-то принципиально новым. Классическое клонирование, перенос готового ядра в яйцеклетку, работало с овцой Долли в 96-м, потому что исходная ДНК была свежей и неповрежденной. С мамонтом этот путь закрыт. Ни одного образца с достаточно целой ДНК для полноценного клонирования найдено не было. Поэтому Colossal пошла другим маршрутом — синтетической геномикой. Суть метода: берется живой геном азиатского слона. В него точечно вносятся изменения в тех местах, где геном мамонта отличается. Не копия мамонта, а слон, переписанный под мамонта. К моменту публичного отчета 2024 года команда Чорча внесла изменения в 48 генов, связанных с терморегуляцией, структурой шерсти и составом крови. Клетки с этими изменениями прошли проверку на жизнеспособность. Они делились нормально, не показывали признаков нестабильности генома и экспрессировали, то есть реально производили белки мамонта. Анализ подтвердил, клетки синтезировали модифицированный гемоглобин, идентичный тому, что был обнаружен в образцах крови Лютика. Параллельно в России разворачивалась собственная программа. Якутский ученый Семен Григорьев, тот самый, что извлек кровь Лютика, работал совместно с южнокорейской компанией Суам над прямым клонированием с использованием сохранившихся тканей. В 2023 году стороны подписали новое соглашение о совместных исследованиях. Григорьев настаивал на том, что образцы Лютика содержат клетки с достаточно целыми ядрами для попытки переноса. Корейские специалисты располагали опытом клонирования. Компания Суам ранее успешно клонировала собак на коммерческой основе. Технически это одна из самых сложных операций в клонировании млекопитающих из-за особенностей яйцеклеток. Проблема, с которой столкнулись обе команды, и американская, и российско-корейская, одна и та же — суррогатная мать. Азиатская слониха — единственное животное, чья матка достаточно велика для вынашивания детеныша таких размеров. Но беременность слонихи длится 22 месяца. Азиатский слон занесен в список исчезающих видов, и использование слонихи в качестве суррогатной матери для потенциально опасного эксперимента вызвало немедленный протест со стороны природоохранных организаций. Colossal ответила на это созданием отдельного направления — проекта по разработке искусственной матки для слонов. В 2023 году компания продемонстрировала работающий прототип для мышей. Устройство успешно вынашивало мышиные эмбрионы до поздних стадий развития. Масштабирование до размеров слоненка — задача принципиально иного порядка сложности, но компания заявила о готовности решить ее к 2026 году. Что делает ситуацию по-настоящему необычной — это скорость. От первого успешного редактирования клеточных линий в 2015 до работающего прототипа искусственной матки прошло 8 лет. Для сравнения, от открытия структуры ДНК до первого клонирования млекопитающего прошло 43 года. Деэкстинкция развивается быстрее, чем успевает формироваться законодательная и этическая база для ее регулирования. На сегодняшний день в списке Colossal значится 3 вида, работа по которым ведется одновременно: мамонт, тасманийский тигр и додо. Каждый из них вымер по разным причинам. Мамонт, предположительно, из-за сочетания климатических изменений и охоты. Тасманийский тигр истреблен людьми к 1936 году. Додо уничтожен за менее чем 100 лет после первого контакта с европейцами. Компания намеренно выбрала виды, в гибели которых виноват человек. Это часть публичной стратегии. Но именно мамонт стоит первым в очереди, и именно с ним связаны самые серьезные вопросы.
В 2018 году в Якутии начал таять участок вечной мерзлоты площадью несколько квадратных километров. Под поверхностью обнажились тела животных, которые пролежали там тысячи лет. Среди находок всего не только мамонты и шерстистые носороги, но и туши лошадей, бизонов и оленей с сохранившимися внутренними органами. Местные жители сообщали о резком запахе разложения, распространявшемся на километры. Это был не просто природный процесс. Это было массовое вскрытие биологического архива, запечатанного в эпоху последнего ледникового периода. Именно тогда французский вирусолог Жан-Мишель Клавери опубликовал предупреждение, которое процитировали более 300 научных изданий. Его суть: таяние мерзлоты высвобождает не только органику, но и патогены. В 2016-м на Ямале от сибирской язвы погиб 12-летний мальчик и были госпитализированы еще 72 человека. Источником вспышки стала туша оленя, пролежавшая в мерзлоте около 75 лет. Споры сибирской язвы сохраняют жизнеспособность в мерзлоте до 100 лет. Это известный факт. Но Клавери указывал на угрозу принципиально иного масштаба — вирусы, которые существовали до того, как у человечества сформировался к ним какой-либо иммунитет. В 2023 году Клавери и его коллеги из Экс-Марсельского университета опубликовали результаты анализа образцов мерзлоты из 5 различных регионов Сибири. Из каждого образца были выделены живые вирусы. Всего 13 новых вирусных видов, ни один из которых не был известен ранее. Возраст самого древнего из них 48 500 лет. Все 13 оказались способны инфицировать живые клетки в лабораторных условиях. Клавери работал исключительно с вирусами, поражающими амебу. Это принципиальное ограничение безопасности. Но его вывод звучал однозначно. Если такое разнообразие жизнеспособных вирусов сохранилось в случайно взятых образцах грунта, то в телах крупных животных, где условия консервации значительно лучше, патогенов может быть на порядок больше. Главная проблема не в самих вирусах из мерзлоты. Главная проблема в том, что никто не проверяет тела мамонтов на патогены систематически перед тем, как начать с ними работать. Протокол биобезопасности при вскрытии мерзлых туш существенно уступает стандартам, применяемым при работе с живыми опасными патогенами. Ученые надевают защитные костюмы, но сами образцы тканей нередко транспортируются в обычных термоконтейнерах и анализируются в стандартных лабораториях, не оборудованных для работы с неизвестными инфекционными агентами. Но угроза патогенов — лишь одна сторона проблемы. Вторая касается самой экосистемы, в которую предлагается вернуть мамонта. Главный аргумент Коула Сал звучит убедительно. Мамонты утаптывали снег, обнажая мерзлую землю, не давая ей прогреваться, и тем самым поддерживали вечную мерзлоту в замороженном состоянии. Без них тундра заросла кустарником и мхом, которые действуют как одеяло, удерживая тепло. Возвращение мамонтов — это, по версии компании, инструмент борьбы с изменением климата. Российский эколог Сергей Зимов развивает эту идею с 1988 года в рамках проекта «Плейстоценовый парк» в Якутии. Он уже завез туда бизонов, лошадей Пржевальского, овцебыков и яков, животных, которые своим поведением частично воспроизводят экологическую роль мегафауны ледникового периода. Измерения показывают, там, где пасутся животные, температура почвы зимой на 15 градусов ниже, чем на соседних нетронутых участках. Мамонт мог бы усилить этот эффект многократно. Однако биологи, не связанные с проектом, указывают на фундаментальное противоречие. Экосистема, в которой жил мамонтовая степь, исчезла вместе с ним. Это был особый тип растительности, покрывавший огромные территории Евразии и Северной Америки. Сегодня этой экосистемы не существует. Животное, созданное для жизни в мамонтовой степи, попадет в современную тундру, принципиально иную среду с другим составом растений, другими хищниками и другими климатическими условиями. Никто не знает, как оно будет себя вести, никто не знает, что оно будет есть в достаточных количествах, и никто не знает, как его появление изменит то, что от этой экосистемы осталось. История уже знает, что происходит, когда крупное животное возвращают в экосистему, из которой оно исчезло. В 1960 году в Йеллоустонском национальном парке истребили последних волков. Без хищника популяция лосей неконтролируемо выросла. Лоси уничтожили прибрежную растительность вдоль рек. Берега начали осыпаться, реки изменили русло, бобры исчезли, потому что исчезли деревья. Экосистема деградировала за несколько десятилетий до состояния, которое ученые описывали как необратимое. В 1995 году в Йеллоустон завезли 14 волков из Канады. Через 20 лет реки вернулись в прежнее русло. Это задокументированный факт. Но между возвращением волка и возвращением мамонта есть принципиальная разница. Волки исчезли из Йеллоустона 35 лет назад, экосистема помнила их роль. Мамонт отсутствует 4000 лет. Это минимальная оценка для последних изолированных популяций на острове Врангеля. Для материковых популяций 10 тысяч лет. Никакой экологической памяти не существует. Конкретный прецедент с попыткой управляемого возвращения вида дала Австралия. В 90-х годах прошлого века в заповедник на
юге страны завезли квокв, небольших сумчатых, исчезнувших с материка из-за завезенных хищников. Параллельно в другой регион вернули популяцию тасманийских дьяволов для контроля одичавших кошек. Тасманийские дьяволы уничтожили не кошек, а местных посумов, которых никто не собирался трогать. Программу пришлось остановить и потратить дополнительные годы на восстановление того, что она разрушила. Это небольшие животные в контролируемых условиях. Мамонт весит от 4 до 6 тонн, потребляет от 180 килограммов растительности в сутки и исторически мигрировал на расстояние в сотни километров. Контролировать его перемещение в открытой тундре практически невозможно. Колоссал упоминает идею начать с небольшой огороженной территории, но периметр, способный удержать взрослого мамонта, потребует инфраструктуры масштаба, которой в Сибири не существует. Отдельная проблема – поведение. Азиатские слоны – социальные животные с развитой иерархией стада. Детеныши обучаются поведению, наблюдая за взрослыми особями на протяжении многих лет. Первый мамонтоподобный слоненок, рожденный в лаборатории или в искусственной матке, не будет иметь ни одной взрослой особи своего вида рядом. Он не будет знать, как искать пищу под снегом. А именно это умение, по всей видимости, было ключевым для выживания мамонтов в арктическую зиму. Он не будет знать маршруты миграции. Он не будет знать, как вести себя с хищниками. Команда Колоссал отвечает на эти возражения стандартным образом. Первые особи будут воспитываться под наблюдением специалистов, поведенческие паттерны будут формироваться постепенно, программа рассчитана на десятилетия, а не на годы. Но именно здесь научное сообщество фиксирует ключевое противоречие между декларациями компании и реальностью. Колоссал — это не некоммерческий исследовательский институт. Это венчурная компания с инвесторами, которые ожидают возврата вложений. Давление сроков реально. В 2022 году компанию оценили в $450 миллионов. Среди инвесторов фонды, специализирующиеся на биотехнологиях с горизонтом окупаемости 5-7 лет. Это означает, что к 2028-2029 году компания должна показать либо живое животное, либо конкретный коммерческий продукт на основе своих технологий. Второй вариант – лицензирование технологии редактирования генома для сельскохозяйственных животных или медицины возможен независимо от того, родится мамонт или нет. Это означает, что финансовый успех компании не зависит напрямую от успеха самого проекта деэкстинкции. Критики формулируют это жестче. Шумиха вокруг мамонта – это маркетинговый инструмент для привлечения капитала в компанию, чей реальный бизнес лежит в области редактирования генома. Мамонт нужен не как животное. Мамонт нужен как заголовок. Пока Колоссал работает над мамонтом, параллельно разворачивается история, которая демонстрирует, что бывает, когда деэкстинкция выходит из-под контроля. И она уже вышла. Просто не там, где ее ждали. В 1986 году испанский генетик Хосе Фолч начал программу по спасению пиренейского козерога, подвида дикого козла, обитавшего исключительно в горах на границе Испании и Франции. К 1999 году в живых оставалась одна особь, самка по имени Селия. В январе 2000 года она погибла, придавленная упавшим деревом. Подвид официально вымер. Но за год до гибели Селии ученые взяли у нее образцы кожи и заморозили клетки. В 2003 году испанская команда под руководством Фолча провела перенос ядра клетки Селии в энуклеированную яйцеклетку домашней козы. Из 154 подготовленных эмбрионов до стадии имплантации дошли 57. Их подсадили 31 суррогатной матери. Беременность наступила у 7. До финальной стадии дошла одна. 30 июля 2003 года на свет появился детеныш пиренейского козерога. Первое животное в истории, рожденное после официального вымирания своего вида. Клонирование сработало. Детеныш прожил 7 минут. Вскрытие показало, легкие были сформированы неправильно. Характерный дефект клонированных животных, связанный с нарушениями в процессе эпигенетического программирования. Подвид снова вымер, на этот раз через 7 минут после воскрешения. Этот случай стал первым задокументированным примером деэкстинкции. И первым задокументированным провалом. Технология работала достаточно хорошо, чтобы создать живое существо, но недостаточно хорошо, чтобы создать жизнеспособное существо. Разрыв между этими двумя состояниями оказался критическим. Для мамонта этот разрыв потенциально больше на порядок. Козерог Селии был клонирован из клеток, взятых у живого животного несколько лет назад. Генетический материал был свежим и полным. Мамонт создается из фрагментированной ДНК возрастом 1000 лет, вшитой в геном другого вида. Количество переменных несопоставимо, но есть и другой сценарий. Тот, где технология работает слишком хорошо. В 2019 году в Австралии зафиксировали случай, напрямую связанный с неконтролируемым распространением генетически модифицированного организма в дикой природе. Речь шла не о деэкстинкции, а о попытке контролировать популяцию инвазивных карпов с помощью генетически модифицированных особей самцов, которые должны были производить только мужское потомство, постепенно обрушивая популяцию. Модифицированные рыбы были выпущены в контролируемых условиях. Через
Через 8 месяцев их обнаружили в реке за пределами зоны эксперимента. Как они туда попали, установить не удалось. Программу остановили, но изъять всех модифицированных особей из открытой воды оказалось невозможным. Мамонт не рыба, его сложнее не заметить. Но принцип тот же: как только генетически измененное существо оказывается в открытой среде, контроль над ним становится иллюзией. Особенно если это существо способно размножаться. Коулосал планирует создать не одну особь, а жизнеспособную популяцию, минимум несколько десятков животных для генетического разнообразия. Это означает размножение. Это означает, что генетический материал, созданный в лаборатории, начнет распространяться в природе по законам, которые лаборатория не контролирует. Мутации, рекомбинации, взаимодействие с геномами других животных через горизонтальный перенос генов — все это процессы, которые невозможно предсказать на временных горизонтах, которые важны для экосистемы. Биолог Александр Мараков из Института проблем экологии и эволюции в Москве сформулировал это в 2022 году в статье, которую процитировали более 150 изданий. Создание мамонтоподобного гибрида — это не возвращение вымершего вида. Это создание нового вида, которого никогда не существовало, и выпуск его в экосистему без каких-либо эволюционных прецедентов для оценки последствий. Монстр в данном случае не ругательство. Это точный биологический термин для организма, сочетающего черты, которые природа никогда не комбинировала. В 2024 году Colossal Biosciences объявила о том, что создала первые индуцированные плюрипатентные стволовые клетки азиатского слона. Технология, которую до этого считали невозможной для данного вида из-за особенностей его генома. Это был не просто технический результат. Индуцированные плюрипатентные клетки — это взрослые клетки, перепрограммированные обратно в эмбриональное состояние. Из них можно вырастить любую ткань, любой орган и теоретически целый организм. Компания получила инструмент, который снимает зависимость от живых суррогатных матерей и делает производство мамонтоподобных эмбрионов масштабируемым процессом. Это означает следующее. Технический барьер, который удерживал деэкстинкцию в рамках теории, был преодолен. Вопрос больше не в том, возможно ли это технически. Вопрос в том, остановит ли кто-нибудь это юридически или этически. И ответ на этот вопрос неутешителен. Ни в одной стране мира не существует законодательства, прямо запрещающего создание животного вымершего вида. Конвенция о биологическом разнообразии регулирует охрану существующих видов, но не регламентирует создание новых или возрождение исчезнувших. Законодательство об генетически модифицированных организмах в большинстве стран распространяется на сельскохозяйственные культуры и микроорганизмы, но не на крупных диких млекопитающих. Colossal работает в правовом вакууме и делает это совершенно легально. В 2023 году группа из 42 ведущих биологов и специалистов по биоэтике опубликовала открытое письмо с требованием ввести международный мораторий на проекты деэкстинкции крупных млекопитающих до разработки соответствующей правовой базы. Письмо подписали ученые из Кембриджа, Стэнфорда, Института Макса Планка и Российской академии наук. Реакция правительств на письмо оказалась нулевой. Джордж Чорч в интервью 2023 года прямо сказал: «Если бы мы ждали законодательного разрешения на каждый научный прорыв, мы бы до сих пор не имели антибиотиков». Это аргумент, который трудно опровергнуть исторически. И именно поэтому он так опасен в данном контексте, потому что антибиотики не могут сбежать в тундру и начать самостоятельно размножаться. Но самый тревожный аспект этой истории не технический и не юридический, он биологический. В 2022 году группа ученых из Копенгагенского университета провела полный анализ геномов мамонтов, найденных в разных регионах Сибири и датированных разными эпохами. Результат анализа показал: последние материковые популяции мамонтов, жившие около 10 тысяч лет назад, несли в своих геномах катастрофическое количество вредоносных мутаций. Их популяция сократилась настолько, что близкородственное скрещивание стало нормой. Геном деградировал. У последних мамонтов были нарушены гены, отвечающие за обоняние, работу нейронов и формирование костей. Это означает, мамонт, которого намерено создать Colossal, будет генетически здоровее, чем последние реально существовавшие мамонты. Его геном будет собран из лучших фрагментов разных образцов, очищен от накопленных мутаций и дополнен генами азиатского слона. Это не реконструкция, это улучшенная версия животного, которое природа уже вывела из игры. Именно здесь логика деэкстинкции приходит к точке, из которой нет возврата. Если создаваемое существо генетически превосходит оригинал, если оно лучше приспособлено к холоду, чем последние реальные мамонты, если оно сочетает выносливость слона с арктической адаптацией мамонта, то что именно будет выпущено в тундру? Не вымерший вид, не его копия. Новый организм с непредсказуемым эволюционным потенциалом, которому не существует аналогов ни в прошлом, ни в настоящем. В 2025 году Colossal объявила о начале финальной фазы создания первого эмбриона. Срок — 2 года.
Если эмбрион окажется жизнеспособным и будет помещен в искусственную матку, то уже к 2028 году на Земле может появиться существо, которого не было здесь 10 тысяч лет, или которого здесь не было никогда. В начале этой истории звучал вопрос, стоит ли возвращать мамонта к жизни. К финалу выясняется, что этот вопрос уже не актуален. Его давно заменил другой. Успеет ли кто-нибудь выработать правила до того, как это произойдет? Ответ, судя по всему, нет. В марте 2025 года Colossal Biosciences подтвердила получение дополнительного финансирования в размере $200 миллионов. Общий объем привлеченного капитала превысил 320 миллионов. Среди новых инвесторов – фонды, ранее вкладывавшие в космические программы и ядерную энергетику. Это не венчурные романтики. Это люди, которые финансируют проекты с конкретными сроками и измеримыми результатами. Дедлайн 2028 года перестал быть маркетинговым заявлением. Он стал финансовым обязательством. Параллельно в 2025 году китайская государственная биотехнологическая лаборатория в Пекине объявила о собственной программе деэкстинкции. Целевой вид – шерстистый носорог, вымерший около 14 тысяч лет назад. Образцы с сохранившейся ДНК были найдены в Сибири еще в 2021. Китайская программа не декларирует экологических целей. Она заявлена как научно-технологический приоритет национального значения. Гонка началась, и в ней уже не два участника. Это меняет все. Пока деэкстинкцией занималась одна американская компания, теоретически существовала возможность международного регулирования через давление на конкретного игрока. Когда в гонку входит государственная программа крупнейшей страны мира, любой мораторий становится односторонним и, следовательно, бессмысленным. Именно это имели в виду ученые, подписавшие открытое письмо в 2023. Окно для регулирования закрывается быстрее, чем движется наука. Что произойдет, если мамонт действительно будет создан к 2028 году? Первый детеныш проведет несколько лет в контролируемых условиях под наблюдением. Это единственный этап, в котором у человечества будет реальный контроль над ситуацией. Дальше популяция, дальше тундра, дальше процессы, которые не подчиняются лабораторным протоколам. Итак, если мамонты вернутся, что мы будем делать с ними? Может, запустим новый реалити-шоу «Мамонты под присмотром». Узнайте больше интересных фактов и историй на нашем сайте whiteori.com, ссылка в описании. Сергей Зимов из Плейстоценового парка. Человек, который провел 37 лет, готовя экосистему к возвращению крупных животных, в 2024 году сказал следующее. «Я за то, чтобы мамонт вернулся. Но я против того, чтобы это сделала частная компания по своему усмотрению без международного контроля». Разница между этими двумя позициями, да, это разница между управляемым экспериментом и неуправляемым. Финальный факт, который стоит запомнить, звучит так. Азиатский слон, ближайший живой родственник мамонта, находится под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось около 40 тысяч особей, популяция сокращается. Colossal Biosciences тратит сотни миллионов долларов на создание гибрида вымершего животного, в то время как его живой родственник исчезает прямо сейчас, и для его спасения нужны не генетические технологии будущего, а заповедники, законы и деньги, которые уже существуют. Мамонт вернется. Вопрос только в том, каким именно он вернется, и что это скажет о нас как о виде, который сначала уничтожает живое, а затем тратит состояние на воскрешение мертвого.